Привет, друзья! Сегодня у нас Model Y, которую Tesla считает самой лучшей Model Y за всю историю. Она самая красивая, самая производительная, самая удобная, самая дорогая. И вопрос, который мы будем разбирать, а стоит ли переплачивать именно за эту машину? И главное, исправила ли Tesla те ошибки, которые требовали особого энтузиазма для того, чтобы пользоваться предыдущими перформанс-версиями этой машины. Это единственная Model Y, которая больше разрабатывалась в Европе и была выпущена в Европе в самом начале. Это, наверное, единственная Tesla, которая пошла таким путем, потому что с Европой компанию Tesla мало что связывает, кроме наличия завода в Берлине. Именно там и была выпущена эта машина впервые. И оттуда посыпались обзоры и так далее, и так далее. Поэтому огромное количество людей уже обозрело этот автомобиль, уже рассказало, что здесь самое интересное, самое важное, самое нужное, по их мнению. Поэтому мы сконцентрируемся на сути и будем идти по важности все дальше и дальше, от мелочей до того, что действительно меняет отношение к этому автомобилю, что будет заставлять вас либо купить этот автомобиль, либо посмотреть это видео и отложить эту покупку навсегда. Возможно. Мы с этим будем разбираться. Мне самому интересно, насколько эта машина пригодна для использования теперь уже на каждый день. Потому что когда я слышу, что какая-то машина была разработана с использованием трека Nürburgring, это больше говорит о том, что автомобиль приспособлен для Инстаграма, еще каких-то соцсетей, но минимально для жизни, как правило. Но как это будет в этом автомобиле, мы с вами аккуратненько разберемся. Итак, начнем с самых очевидных вещей. Бампера у нас другие, в них спереди появились впервые за все время существования Теслы глянцевые черные вставки, которые хорошо видны на этом сером цвете. И также появились отверстия, которые Tesla упразднила и вернула только в перформанс-версию последних Model 3 и Model Y. Эти прорези, которые добавляют невероятно аэродинамики, а может быть и нет, мы это точно не знаем, они есть. По крайней мере, детальности и дополнительных запчастей на эту машину они точно добавляют. Сзади ситуация еще интереснее. Значит, у нас не один бампер, а два бампера. То есть отдельные боковинки бампера, это одна часть, левая, правая, это два отдельных бампера. И диффузор, огромный диффузор с чем-то похожим на выхлопные трубы. То есть я сдалека, когда смотрел, я не поверил, что это Tesla выпустила с завода вот такие вот вещи, которые очень сильно напоминают выхлопные трубы. Но это есть. И они тоже черные глянцевые, что тоже как бы говорит о том, что Tesla пытается понравиться. Может быть, в том числе и китайцам, потому что эта машина должна продаваться и на китайском рынке тоже. Диффузор, который похож немножко, напоминает выхлопные трубы. Это больше агрессии, больше чего-то нового и больше запчастей на наших складах, к сожалению. Это плохая новость для нас, потому что Model Y много, и каждая из них практически имеет свой уникальный облик. Самая дешевая, самая дорогая, самая средняя. И еще мы ждем на американском рынке самую длинную версию. Она тоже будет отличаться. Здесь отличий много, мы по ним всем пройдемся. Значит, с точки зрения оптики все то же самое. Крышки зеркал у нас почему-то окрашены тоже только в черный глянец. И они никогда не бывают цвет кузова. На этом, наверное, отличия внешние у нас закончились, кроме колес. И это самое главное, самое визуально меняющее этот автомобиль. Я считаю, что пропорции этого замечательного автомобиля могут исправить только большие колеса, и они здесь есть. Разноширокие, 21-е, ровно такие же точно по размерам, по характеристикам шин. То есть высота, ширина, ровно все то же самое, как и в прошлой Model Y. Как выглядит этот диск без колпачков? Ну так, конечно, каждый день такое делать не будешь. Это такая опция одноразовая. Можно по-разному еще их раздевать. Можно оставить только маленькие и можно оставить только закрытые. В принципе, если отойти на расстояние, с которого вы обычно будете видеть
свое колесо на машине, то особенно вы не будете видеть, что там есть какие-то крепления, если на этом не концентрироваться. И еще раз для сравнения, колесо с колпаком и колесо не аэродинамическое. У меня решение простое. Если вот эти колеса с колпачками будут шуметь так же, как на X 25 года, 25-26 годов, там, где ты едешь и ты слышишь постоянно, как они хрустят, тогда однозначно колесо должно выглядеть вот так вот, потому что оно никакого особенно толку не дает. Но если они не шумят, как на S-ке 25-26 года, а только иногда потрескивают от температуры, то, в принципе, это ни на что не влияет, и можно их оставить. Выглядит достаточно симпатично. Еще, конечно, в этой машине есть спойлерок карбоновый сзади. Все это, по большому счету, приятно, это все интересно, но ни на что не влияет. Самое интересное у нас в середине. Снаружи единственное, что можно отметить, что эта машина немножко ниже. Значит, она немножко ниже, и из-за этого немножко тверже. Насколько она тверже, мы будем видеть на ходу. Можно ее ли использовать, или она ближе к Model Y 2020 года, которая когда-то мне попала в руки, я на ней покатался 2 недели, и это единственная Tesla, от которой мне хотелось избавиться как можно быстрее. Я себя ловил на мысли, что мне некомфортно. Представьте, это вроде как семейная машина, и вот она может быть настолько некомфортной. С тех пор Tesla много чего меняла амортизаторы, меняла пружины и пришла наконец-то к такому автомобилю. Значит, здесь подвеска уже регулируемая с точки зрения жесткости. Но что уже видно сейчас, из-за того, что подвеска у вас немножко ниже, задние колеса стоят немножко больше домиком, чем в обычной Long Range версии. И надо внимательно следить за срединками колес, потому что они будут съедены достаточно быстро, и вы не перекинете колеса с передних назад, потому что они разноширокие. То есть надо следить за задними шинами и регулярно их менять. Так, ну что, двигаемся потихоньку в середину и рассказываем об опциях. Здесь у нас цвет серебро, это не графит. Графит у нас вон там вот. Это более темный цвет. Обычно графит включен, это стандартный цвет, за который не надо доплачивать. За этот цвет обычно просят $2000, и он здесь включен, то есть ничего доплачивать не надо. Что еще требует доплаты часто? Это белый салон. Белый салон, за него надо доплатить, но здесь доплачивать не надо. Почему? Потому что он включен. Вы можете выбрать белый, можете выбрать черный. Вам за это платить ничего не надо. Колеса. Вариантов нет. Но если вы хотите доплатить за колеса в обычной версии Long Range, то вам нужно будет за них дать дополнительно $2000. То есть, в принципе, уже подкрадывается какое-то у вас желание покалькулировать. Мы это обязательно сделаем. Что здесь еще не показано, что тяжело показать, но оно есть. Под вот этой заглушкой еще есть подготовка к прицеповождению. Крючок, подготовка к крюку, она здесь есть. То есть дополнительно установлена такая шпала и проводка, и вы можете снять заглушку, поставить туда крючок и дальше вести какой-то прицеп. Это отдельная история, которая тоже стоит $1000. Значит, здесь все это в наличии. То есть вам ничего платить не надо. Вообще в этой машине вы ничего не можете докупить. Вы можете только выбрать. Все уже оплачено сразу же. Сейчас мы с вами посмотрим, до чего может дойти психическое расстройство человека, который хочет оставить машину максимально новой. Значит, смотрите, здесь ворс очень удобный, но в него еще вложили резиновый кожух такой, чтобы было еще мягче. Кнопочки сверху заклеены металлом. Ручка заклеена специальной нашлепкой. Руль заклеен, это сверху нашлепка на руль, для того, чтобы он не вытирался. Кнопочки сверху заклеены псевдокарбоном. Чехол на прекрасном сидении, которое и так рождено не вытираться, потому что это дермантин, оно в чехле. Подлокотник в псевдокарбоне, накладки псевдокарбон. Тут у нас дополнительная резиночка
На дисплее у нас пленка. Видно было на распродаже, потому что она от предыдущей версии Model Y, и она короче, чем надо. Она перекрывает часть иконок черной полоской, но это не так важно, потому что она уже есть. Такая же ситуация и с резиновым кожухом на дисплее. Он тоже от предыдущей Y, он не налазит. Его чуть-чуть подпилили напильником, чтобы он как-то сел, и он есть. Дополнительные карманы и здесь. И главное, что меня поразило, я такого еще не видел, вот эти пластиковые накладки. Дело в том, что в новых версиях Теслы здесь везде уже вот такой вот приятный ворс. Но зачем он нужен, если мы можем поставить такую накладку? И даже надпись на этой накладке, она закрыта. Либо она была такой и просто не открыта. Значит, резиновые коврики, здесь ворс, с ним же может что-то случиться, поэтому он заклеен еще дополнительно изолентой. Ну как вас? Впечатляет? Причем это перформанс машина, это заряженная, самая дорогая Тесла. И вот такой вот невроз у человека, который ее купил. Значит, что у нас здесь? Дополнительные коврики. Здесь дополнительные коврики. Коврики эти приклеены на двухсторонний скотч. Здесь заглушки. Здесь еще одна заглушка. Вот она. Сейчас мы ее с вами обратно вернем на место. Вы думаете, это все в багажнике? Ничего подобного. Видите, как заглушка тяжело заходит? Потому что здесь везде оригинальный ворс. Что с ним сделали? Закрыли резиной. Вот так вот все в резине. И думаете, это все? Нет. Здесь у нас тоже ворс, и он тоже закрыт резиной. Вот такой вот резиновой накладкой. Она идет аж туда в середину. Когда мы что-то здесь двигаем, то все подрывается, все отлетает, и надо это по новой все складывать. А крышка багажника не закрывалась как надо, поэтому здесь сделаны аккуратненькие отверстия, и все-таки резиночка касается оригинального ворса. А все остальное, если вдруг мы будем использовать эту машину как грузовик, ничего не повредит этот багажник. Напишите, как вам кажется, стоит столько усилий защита этого автомобиля, достаточно утилитарного. Это же просто машина, это же не что-то, что надо передать внукам. Наверное, владельцу этого автомобиля не говорили, что батарея живет в среднем 10 лет. И по статистике, в принципе, люди меняют машины каждые 2-3 года. Теперь идем по опциям, которых вы не можете купить в Long Range. Значит, удлиненная подушка сидения. Она здесь есть, и она недоступна у вас к покупке, сколько бы вы не хотели бы за нее отдать. Ее просто нету. Черный потолок. Тоже штука, которая недоступна у нас в других моделях Model Y, как бы вы ни хотели. Вот эти вот сидушки целиком, чтобы они были с таким вот бейджем, красивым, перформанс, вам все это напоминало, тоже у нас недоступны они в обычный Long Range, сколько бы вы не хотели платить денег. Также у нас недоступен большой экран. И большой экран недоступен в наличии. Почему им невозможно пользоваться? Потому что человек, который владеет этой машиной, купил пленку защитную на экран. И купил он ее как раз на экран предыдущего поколения. И видно, насколько у вас в вашей Model Y Long Range экран меньше. Насколько это влияет на качество всего, ну, на качество вашей жизни в этом автомобиле, мне сложно сказать. Конкретно для этого человека это больше наказание, потому что вот такая вот короткая пленка, которая перекрывает частично вот этой черной полосой значки на экране, это, конечно, этим пользоваться крайне тяжело. То есть надо как-то угадывать, где это находится. Это ужас. Но в целом экран больше. Наверное, это кому-то надо, и это недоступно вам в Long Range. Итак, самое главное. Настало время все-таки выяснить, по делу работала компания Tesla или нет. Рычажка у нас нет, переключателя, но есть рычажок поворота. Это хорошо. В принципе, даже при достаточно неплотном нажатии педали акселератора вы чувствуете, что хорошо отдает. Прям сделано это
Наверное, перформанс-версия даже немножко подкручена в ту сторону, чтобы давать вот больше ощущений от ускорения. Подвеска сейчас ведет себя очень хорошо. Естественно, мы переключили не на спорт-режим. Почему не на спорт-режим? Потому что большая часть людей, которые покупают эти машины, они не будут ее использовать как спортивный снаряд. Потому что если вы хотите в ту сторону, у вас есть еще Plate по-прежнему, S-ка, еще последний месяц она продается. И у вас есть Model 3 Performance, который дарит просто больше ощущений за даже меньшие деньги. То есть она больше, она чуть-чуть более спортивная, и она больше приспособлена для того, чтобы поглощать углы, даже если вы распустили подвеску. Пока ищем плохую дорогу, переключился в режим Insane, потому что это здесь самый экстремальный режим. Нажимаем. Смотрите внимательно за тем, как начинает пролетать все по бокам. Телефон улетел на заднее сиденье. Хорошо едет. Хорошо. Вот эти лошадиные силы, здесь их, по-моему, под 600 и 3,5 секунды, вот они чувствуются прям все. Все лошадиные силы, ленивых нет. Все бодрые, все свежие, все готовы резвиться. Максимальная скорость 250, запас хода, и это кардинально отличает эту машину от всех предыдущих версий Model Y Performance. У нее запас хода 308 миль. В общем, все, что выше 300 миль, это уже окей. Это уже такой около стандарта. Потому что все, что ниже, ну, считается прям плохо. И здесь вот они постарались над тем, чтобы запас хода был ровно такой же, как и у версии Long Range, которая у нас не приспортивненная, менее быстрая. Она едет до 100 4,6 секунды, а это 4,7 секунды, а это 3,5 секунды. Ну, то есть 1,2 секунды разница. В реальной жизни вряд ли кто-то будет там по помометрам это замерять. Вряд ли вам будет не хватать 4,5 секунды до 100, ну, честно говоря. Но ощущений вот эта секунда добавляет много. Поэтому, если вы хотите себе радовать иногда каким-то ускорением, то и как выглядит машина? Выглядит она хорошо. Итак, подвеска обратно распущена, режим стоит средний, и, в принципе, на машине приятно катиться. То есть у нее нет каких-то недочетов, недостатков. У машины пробег 1500 миль, она новая, и ощущение очень сбитого, качественного автомобиля. Мне кажется, в Model X никогда такого не было. И за это немножко обидно, потому что в Model X Performance никогда не было отдельных перформанс-сидений, там обычные. Правда, здесь мы тоже про некоторые вещи не сказали. Про задний ряд, он точно такой же, как и до этого, то есть отличается только передними сиденьями. И здесь есть такая специальная еще каемочка на передних сиденьях. Вот такой вот каемочки на задних сиденьях нету, то есть они вроде как только цветом похожи, ну, цветом и перфорацией. Я прям настроил себе вот эту подушечку выездную на сиденье, я ее настроил по максимуму, чтобы она по максимуму выехала, но я ее не чувствую. У меня все равно нога, она как бы не лежит на этой подушке, она все равно выше и согнута, и мне для того, чтобы ее почувствовать, надо сиденье наклонить, подушку сиденья наклонить сильно назад, и в таком варианте будет у меня возможность понять, что такое регулируемая подушка сидения и насколько она нужна. Ну, то есть, скорее всего, вроде как это сделано для людей, у которых длинные ноги, но по факту насладиться ей смогут люди, у которых не длинные ноги. Из того, что я наблюдаю сейчас, потому что мне неудобно наклонять сиденье или подушку. Короче, никакого удобства от того, что здесь регулируемая подушка, я пока что не получил. От того, что черный потолок, я удовольствие получаю. Это прикольно. Мне нравится, что он такой, и я бы очень хотел, чтобы в той Model Y, которая у нас в семье есть, во всех был такой же черный потолок, потому что, во-первых, это как-то визуально привычнее, что ли, в последнее время, что... И это ничего не стоит, это просто черная ткань. Почему Tesla только сейчас пришла к такому решению? И самое интересное, на некоторых рынках до сих пор потолок в перформанс-версии светлый, а здесь уже темный. Ну, то есть старались что-то поменять, старались что-то привнести. Молодцы. Стоимость этой машины 57 с копейками тысяч. И, как я уже говорил, в ней включено все, что можно включить. Если вы начнете собирать Long Range и туда добавите колеса, туда добавите белый салон, туда добавите вот такой светло-серый цвет, либо красный цвет, который опционный,
то получится, что вы добавите плюс $5000. Если вы добавите хич, крепление для крепления прицепа, то это еще $1000. И если туда вы добавите еще 2 сидения в третий ряд, это еще $2500, у вас магическим образом, я не знаю, как так Tesla сделала, специально, либо случайно, но получается ровно та же цена, как за перформанс-версию Model Y. Полная версия Model Y вам обойдется тех же денег, но по-прежнему там нельзя будет получить ни черный потолок, ни чуть больше дисплей, ни сиденья с подушечками. То есть, по большому счету, вот это то, что я перечислил, там, сиденья, подушечки, там, ну, они еще красивые, вот здесь вот с такой вкладочкой. Колеса у вас максимум 20-е, 21-х вы тоже не купите и не добавите. То есть, по большому счету, если вы хотите купить в хорошей комплектации Model Y, и для вас важны задний третий ряд, или для вас важны чуть больше дисплей, черный потолок и вот эти сиденья, и колеса именно 21 вместо 20-х, то вы между этим и выбираете. Потому что по большому счету цена на Model Y Performance достаточно выгодная, потому что все есть. Я бы, естественно, брал с белым салоном, потому что он есть. Ну, почему-то человек, который выбирал эту машину, выбрал практичный вариант. Черный. Дорога начинает ухудшаться. Вот такая вот она. Много таких вот каких-то стыков. И, ну да, чувствуется, ребятки, не буду обманывать. Это, конечно, огромный прогресс по сравнению с теми Model Y, которые были до этого. Если сравнивать с 2020 годом, это вообще разные машины. Это прям просто другой уровень. Если сравнивать условно с 2024 годом, последнюю с рыбьей мордой, то да, это, конечно, лучше, точно лучше. Но если сравнивать ее с Long Range, вот стык, вот этого я ждал, да. Но я слышу подвеску, да, слышу, как она работает. Если сравнивать с Long Range, то Long Range, конечно, комфортнее. Но если вы хотите быть самым красивым на дороге, то варианта у вас нет. И вам придется купить машину на 21-х колесах. Либо, так как это делаю я обычно, и мой любимый рецепт для Model Y, это купить Long Range версию, двухмоторную, с большой батареей, и туда поставить колеса от Performance автомобиля. Немного я разочарован, к сожалению. Я ожидал, что Tesla поработала на подвеске и прям вообще будет просто две машины в одной. Хочу Performance, переключаю в жесткую и поехал по поворотам и серпантинам. Хочу мягкую, переключил, и у меня получается подвеска как в Long Range. Но, к сожалению, не вышло так. В принципе, чем у вас отличается езда вот в этих регулируемые подвески и нерегулируемые? Вот это заключается все в этом переключателе. То есть у вас есть стандарт и есть спорт. Может быть, это не самая идеальная Model Y, и самую идеальную мы видим позже, когда появится на этом рынке удлиненка, длинная версия Model Y. Там тоже адаптивная подвеска, и там две регулировки. Не из жесткого в стандартный, жесткий и стандарт. Не спорт и стандарт, а стандарт и мягкий. То есть она еще более распущенная, и кузов еще более длинный. То есть она, скорее всего, и может быть той самой идеальной Model Y. И таким образом вы получаете и мягкую машину, и хорошо выглядящую машину. Но здесь уже сложнее, здесь она уже бамперами отличается, еще чем-то, какими-то шильдиками, сиденьями. То есть здесь много каких-то нюансов. Но для меня они не такие существенные, по большому счету. Черный потолок я бы хотел себе получить. Колеса я бы хотел себе получить, более мягкую подвеску все-таки я бы хотел себе получить. А что хотите получить себе вы, какую бы вы машину выбрали, пишите в комментариях. Я думаю, мы с Model Y Performance на сегодня точно разобрались. Так что подписывайтесь, увидимся, пока.